Всем привет! В этом видео я расскажу вам, чем меня удивляет Литва. Если вы смотрели другие мои видео, то знаете, что в Литве я живу уже почти 2 года, поэтому у меня есть кое-какое представление об этой стране. Итак, начнем. Меня, в хорошем смысле слова, удивляет, что в Вильнюсе, а это большой город, столица, можно купаться в водоемах. В Беларуси, в реках и озерах нашей столицы и недалеко от нее лучше не плавать, а бывает и такое, что купаться запрещено. Поэтому возможность не ехать далеко в Вильнюсе, чтобы поплавать в реке или озере, меня очень радует. Люди могут взять сумку и легко и быстро доехать до водоема на общественном транспорте. Красота! В Литве меньше бюрократии, чем в Беларуси. Многие вопросы можно решить через интернет или по телефону, что очень сильно экономит время и упрощает жизнь. Не нужно никуда идти, многие документы в государственные органы можно отправить по электронной почте, а в период пандемии коронавируса это вообще супер. В Литве в продуктовых магазинах реальные скидки, и зачастую их много, что очень приятно. В других странах насчет скидок часто обманывают, правда теперь мне кажется меньше, и это радует. Я обожаю скидки, думаю, как и многие другие люди. Наступили непростые времена, и у многих сейчас каждая копейка на счету, так что разные акции и скидки очень поднимают настроение. В Литве много велосипедных дорожек, что очень удобно для всех. Для пешеходов, водителей и для самих велосипедистов. К тому же это стимулирует людей чаще кататься на велосипеде, ведь делать в Литве это очень удобно. Есть даже специальные велосипедные маршруты. А на сайте Вильнюс для ног разработано большое количество интересных пешеходных маршрутов. Советую вам туда заглянуть. Ссылка, как всегда, в инфобоксе. В Литве очень хорошие поезда, комфортные, красивые. Когда-то давно, еще до пандемии, я часто ездила в Вильнюс из Минска именно на поезде, и эта поездка была просто песня. Ехать было быстро и удобно. Скучаю по тем временам и надеюсь, что скоро все изменится к лучшему, и литовские поезда снова начнут ходить в Беларусь. Еще меня удивляет огромное количество национальных флагов во дворах и на фасадах домов в Литве. Во дворах зачастую спортивные снаряды для детей выкрашены в цвета национального флага. Раньше я думала, зачем так много, но теперь уверена, что это хорошо. Флаги поднимают патриотический дух людей, не позволяют забыть о прошлом, а народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Михаил Ломоносов. Мне нравится, что в Литве практически каждый месяц отмечается какой-то праздник. Думаю, здесь заботятся о людях и хотят, чтобы они почаще отдыхали и веселились. Скажу честно, тот факт, что праздник стабильно как минимум раз в месяц, меня умиляет. Еще удивительно, что в Вильнюсе очень много скульптур ангелов на крышах зданий, и они такие классные. Если бы я жила в своем доме, то тоже купила бы себе такого. Зрители моего канала написали мне, что Вильнюс – это город низколетающих ангелов. Так мило! Мне нравится, что в Литве много кормушек и скворечников для птиц. Люди здесь любят животных, заботятся о бездомных кошках, подкармливают птиц. Это так трогательно. В Литве, в городах очень много хвойных деревьев и кустов, поэтому даже зимой здесь зелено. Ели, сосны, пихты, туи. Я даже названий всех этих деревьев не знаю. От этой вечной зелени поднимается настроение и становится как-то веселее жить. В столице Литвы есть многоэтажные дома с незастекленными балконами на первом этаже. И это очень красиво. Напоминает террасы и беседки, как будто люди живут в своем доме, а не в высотке. Не знаю, насколько это безопасно, но если жители Литвы на своих балконах даже оставляют кое-какую мебель и другие вещи, могу предположить, что воруют здесь нечасто. Это круто. Ну а сейчас о странных для меня вещах в Литве. Здесь есть знаки, которые предупреждают водителей о том, что впереди установлен радар и им следует снизить скорость. Лично я не понимаю, зачем об этом предупреждать.
Хотя, думаю, этот знак нормально виден только тогда, когда уже поздно, когда водитель превысил скорость и радар это зафиксировал. Но факт остается фактом. Знаки есть. В столице Литвы много новых невысоких зданий. 3-5 этажей. Это все-таки столица, где живет большое количество людей. Мне кажется, строить подобные дома не предусмотрительно. Ведь жилья в больших городах постоянно не хватает. Конечно, это очень красиво, но непрактично. В Вильнюсе я заметила разные пристройки, надстройки, достройки. Странная архитектура, полагаю, еще советских времен. Также очень странно, что местные власти разрешают в многоэтажных домах что-то достраивать, перестраивать, хотя зачастую выглядит это довольно эстетично. В Литве в городах леса вместо парков. Я уже говорила в одном из своих видео, что мне это не нравится. Я предпочитаю парки с ухоженными дорожками. Здесь же редко убирают поваленные деревья, какие-то валежники, хотя в последнее время лес меня умиляет. Он напоминает мне о деревне, в которой жила моя бабушка и где я проводила каждое лето. В Литве за отдельную плату можно получить номер машины с твоим именем или каким-нибудь словом. Это странно. Зачем? Да, это прикольно, стильно, молодежно, но зачастую смотрится комично. Ну и немного негатива. В Литве на зданиях много граффити, и эти граффити никто не закрашивает. Это по меньшей мере не эстетично. Почему никому нет до этого дела? Мне кажется, это очень сильно портит впечатление от города. Не знаю, как в других городах, но в Вильнюсе много зданий, которые построены, так сказать, окна в окна. То есть ты очень хорошо можешь видеть, что происходит в квартире твоего соседа напротив или где-то сбоку, если у него нет занавесок. Это опять-таки по большей части многоэтажные дома советских времен, как мне кажется, странные постройки. Я живу в подобном доме в Вильнюсе, и мне совсем не нравится видеть из своего окна другие окна. И последнее. В Вильнюсе много мусора. О других городах ничего сказать не могу, так как была только в Тракае. Там нормально. Понятно, что в столице много приезжих, которые иногда привозят с собой плохие манеры, да и вообще много людей. Жаль, что нет дворников или волонтеров, которые бы убирали весь этот мусор в лесу возле дорог и подъездов. Насколько я поняла, многие люди сами подчищают свои дворы, но это происходит крайне редко и неорганизованно. Печально. Дорогие мои, спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, я никого не обидела. Это было мое личное, субъективное мнение. Если оно не совпадает с вашим, пишите свое, отличное от моего, в комментариях к этому видео. Всем спасибо за внимание. До скорого!